Давно я вам не показывала наших кошачков. Вся компания. Нет, это не вся еще компания. Кстати, алоэ вера разросся. Разросся в кавычках, Артур мне говорит, а особо нет. В кавычках он разросся, потому что Артур отрезал кусочки, что-то там для каких-то процедур. Привезли плитку. Парам недавно ездил в город вместе с Ракешбаем. Выбирали плитку, и вот ее привезли. Папа Парам говорит, это вот я выбирал. Но мы потом попозже откроем, покажу вам. Ракешбай, это владелец этого отеля, очень расстроилась, что я тогда не поехала вместе с ними. Он сказал, что у твоей жены хороший вкус. Мне так приятно было это услышать. Он мне Парам, конечно, рассказывал. Это твоя жена бы точно сделала бы отличный выбор. Вот еще сколько много. Сколько тележек. Давайте, ребята, аккуратно, чтобы не разбили. Дорогая плитка. Поехала тачка. Просто туда действительно надо, может быть, какой-то кирпич положить, чтобы она на месте была зафиксирована. Вот. Так что вот так вот я вам показываю, как нам доставляют грузы сюда в Матарам. Напоминаю, что у нас отсутствует транспорт, который загрязняет окружающую среду. Поэтому так вот на телегах. Ну и, соответственно, мы переплачиваем. Мы, в смысле, жители Матарана, не только мы, все. Помните, я снимала видео. Это наши работники Ганпат Бай и его жена Сангита. Так вот, ну, не только они, а вся бригада закончила работу. Стены, также шпаклевку, все это они закончили. Правда, они еще через какое-то время к нам опять вернутся, будут строить ресепшн. Но вот временно мы с ними прощаемся, и они нас приглашают к себе в гости. Я напоминаю, я вам уже рассказывала, но еще раз напоминаю, они живут в горах. Очень тяжело туда добираться, час они тратят на дорогу по извилистым тропам, спускаются вниз, но, соответственно, когда приходят сюда, поднимаются вверх, это еще сложнее. Но я не знаю вообще на самом деле, что сложнее, мы потом спросим. Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». И сегодня нас, всю нашу семью, ждет челлендж, серьезное испытание. Ну а вас ждет очень интересное видео. Сегодня мы постараемся посетить деревню, куда очень сложно добраться обычным неподготовленным людям. Ну а также для тех, кто любит семейные драмы, Парам, I want to tell this story. This is not drama. Ага, говорит, это не драма. Значит, смотрите, друзья. Парам сердится уже. Вот видите, прямо напротив нашей двери, напротив окон, какой бардак сейчас. Вот это вот все наша будущая ограда. На втором этаже будет вокруг как заборчик. И вот видите, это желтое покрытие, это грунтовка, которую нанес мой муж Парам сам. Парам, я тобою горжусь, молодец. Но Парам, видите, этому совершенно не рад. Это, кстати, не все. Парам проделал довольно-таки большой объем работы, часть уже отправили наверх, вот, ну а часть он еще не покрыл, и неизвестно, будет ли продолжать он свою работу. В общем, в чем драма, я сейчас вам по ходу расскажу, да, Парам? So, do you want continue? Ты будешь продолжать или нет? Ну, придется, да, придется Параму это заканчивать, и, возможно, всю остальную работу, вот, которая касается, да, покраски, возможно, Параму предстоит выполнять самому, потому что человек, которым этим занимается, сейчас с Парамом не разговаривает, он обиделся. He not talk with you, да? No. He not talk with you. Ну, сейчас я вам по ходу расскажу. Уже заинтриговала, да? Сейчас по ходу расскажу. Артур, are you ready? Мы просто уже немножечко спешим. Мы сейчас на остановке рикш. Уже подъехала наша карета. Прошу, как говорится. Парам, please, smile. Okay. У Парама, ну, реально такое лицо неприятное, когда он чем-то недоволен. Значит, друзья, рассказываю. Я уже вам жаловалась на своего мужа в предыдущих сериях, но это касается, в принципе, не только его, это менталитет здесь такой вот у мужчин в целом. Если, допустим, доктор, он занимается со своими пациентами, лечит, и
Возможно, он даже не умеет лампочку дома вкрутить или там забить гвоздь. Это его не касается. И вот как мне Парам всегда говорил, мол, Наташа, я занимаюсь бизнесом, да, Парам? I'm concentration on business. Говорит, я должен сосредоточен быть именно на этом деле, которое я для себя выбрал. Если, говорит, какие-то другие проблемы в доме, должны их решать те, кто этим занимается, те, кто зарабатывают деньги. Там, красить, строить, это все не мое. Боже, тут какая-то пробка. И я всегда на него так сердилась, потому что я привыкла к совершенно другому. У меня дома там брат, дедушка, отец. Даже если они не имеют никакого отношения там, к этим профессиям, все равно по возможности все выполняли и выполняют сами. Покрасить, пошпаклевать, ну, много чего. Но Парам считает, что нет, нет и нет. Ты, говорит, забираешь деньги, забираешь хлеб у людей, которые этим только и живут. Все, приехали. Ну, это интересно, Парам говорит. Зачем ты это рассказываешь? Я говорю, это как раз людям и интересно. Насколько? Сейчас. Давай на видео расскажи. Natasha, this is what you say, this is nonsense. The painter, they are professional. They not possible do my work. What I convince customer, I keep customers, I care my business. They not possible. So they are professional painters, plumbers. They do their own job like this. So you possible save some money. Now not big season. Сейчас небольшой сезон, можно немного сэкономить. Есть свободное время. All day I save 700 rupees, only 700. So how much I lost? 1 second, one customer across 1500 I lost. В общем, не стоит даже, не стоит, наверное, даже спорить с Парама. Но, в принципе, я в какой-то степени я с ним согласна, потому что, говорит, то, что он может потерять, да, вот, занимаясь покраской, он может не уследить, когда придут люди, он будет занят, там, пока помоет руки, пока то да сё, а тут нужно быстро действовать. И, возможно, он больше потеряет, чем то, что он сэкономил. Категорически, хотя вот я им даже горжусь, когда он этим занимался, когда он красил вот эту вот лестницу, что же он, помните, до этого покрасил, как мне приятно было, как-то какие-то чувства стало к нему такие вот испытывать, которые уже куда-то постепенно ушли. С нами по соседству живет мужчина, Нандубай, я вам его много раз показывала, это отец Артуркиного одноклассника Вигнеша, я вам буду лучше показывать красивые виды. Так вот, он профессиональный маляр, и у него нет постоянной работы, он ходит по шабашкам, ну, естественно, он рядом с нами живет, мы общаемся, и он знает, что у нас стройка, и все время ждет, когда же придет его очередь что-то покрасить, что-то погрунтовать, и вот он, получается, ну, я так уже потом поняла, увидел, что привезли вот этот вот материал, металлические брусья, и понимал, что вот сейчас он работку получит, но в итоге ему, получается, кто-то рассказал, скорее всего, наш помощник рассказал, что Парам выполнил эту работу, можно сказать, как забрал у него кусок хлеба, но это он так оценил. Хотя вот, ну, я считаю, что, ну, почему, ребята, вот я со своей стороны стараюсь во всем сэкономить, ну, понятное дело, да, это его работа, его заработок, но есть же много и других объектов, куда можно пойти подработать, ну, нам же тоже, мы же не миллионеры, я там, допустим, волосы крашу всегда сама, маникюр, педикюр, ничего, ни на что на это я деньги не трачу, но очень много таких вот моментов, где я стараюсь сэкономить денег или выполняю что-то сама, да, вот у многих женщин здесь в Матаране, даже здесь, да, у нас в деревне есть помощницы, я все готовлю сама, все убираю, ну, почему бы Параму немножечко, но он этого не понимает, вот видите, Парам на меня сердится, говорит, все, Нандубай, говорит, даже своих детей уже не выпускает с Артуром погулять, но это Парам уже явно преувеличит, потому что сейчас у них скоро экзамены, и просто дети готовятся, учат, так же, как и Артур особо сейчас, только вот сегодня воскресенье, поэтому мы по традиции выбираемся. Короче, я говорю Парам, he will change mood, говорю, у него скоро поменяется настроение, он говорит, нет, он теперь вообще не захочет со мной дело иметь, и мне придется, да, вот,
искать, когда там действительно начнется сезон и нужно что-то красить. Говорит, я буду сам, что ли, красить? Вот так вот, говорит, я сам буду, что ли, красить? Говорит, или, может быть, ты будешь? Да, хорошо, я покрашу. Okay, I will do this work. No problem. Меня, ну как, я не хочу, так сказать, что плевать на соседа. Конечно, да, я их уважаю, хорошие люди, но нас тоже можно понять. Почему я все время должна думать о других? Короче, ладно, все, сменим тему. Я уже высказалась. Глубоко вздохнуть и выдохнуть. Сейчас мы находимся в городе Карджет. Мы остановились возле магазина, чтобы купить сладости, так как мы едем в гости. Парам, расскажи, куда мы едем, where we going, расскажи нашим зрителям. Bye. We will go to Ganpat by today. He many times call. Come, Anna, come to my house, come to my house. Боже, какая я красная. Сейчас солнце в зените. И несмотря на то, что я всегда перед выходом наношу солнцезащитный крем, все равно лицо покраснело, как в парилке. Значит, друзья, напоминаю, мы едем в гости к Ганпат Баю. Ганпат Бай – это главный человек в бригаде строителей. Парам сейчас выбирает ладу. What do you want? Ну да, сам sweets. What I also like. Парам знает, что я люблю. Значит, мы уже заранее купили для них подарки. Это по моей инициативе мы выбрали сари для Сангиты и выбрали еще, ну как, национальный костюм для Ганпат Бая. Ну и плюс, конечно же, сладости тоже мы сейчас купим. Ну, Парам, you choose, ты выбирай. Вот Артур для себя уже выбрал чипсы. Вот, ну и еще такой момент хочу объяснить. Парам сказал, что они давно, действительно, они с самого начала практически нас приглашали к себе в гости. Я не знаю, лучше я себя не буду показывать, потому что такая красная, растрепанная. Так вот, с самого начала они нас приглашали к себе в гости, но вот Парам я хотела сразу поехать, потому что действительно это очень интересная семья и необычное место там, где они живут. Мне самой интересно, и мне хотелось снять об этом для вас интересный репортаж. Но вот Парам мне сказал однозначно, говорит, мы поедем только тогда, когда они закончат свою работу, когда они закончат объект. И знаете, о чем это? Ну, мне Парам так не объяснил, я поняла сама, что это говорит об субординации. Понимаете? Когда человек работает, которому ты платишь деньги, с ним не стоит прям сильно с самого начала такие вот отношения близкие заводить. Все-таки, когда ты приходишь в гости, это уже как дружба, это что-то больше, чем просто работодатель и... Окей, Парам, давай уже выбирай. И работник. Ну, I little test, you know what I like. Вот, ну и поэтому Парам сказал, что вот когда уже они закончат, тогда мы поедем. А так они, возможно, да, вот, ну, например, да, они могли бы говорить, ну, дружище, мы там завтра не придем на работу, у нас там что-то голова болит или еще что-то, и будут растягивать удовольствие. А нам это невыгодно, нам это не надо. Ну, на самом деле они очень ответственные работники оказались, действительно, они все выполнили качественно и вовремя, что самое главное, что это, ну, действительно, это нужно отметить, что у индийцев с этим всегда проблемы, не совсем пунктуальные люди. Ну что, Парам? You choose? Да. Ты выбрал без меня. Вот, кстати, сколько много снеков, печенье, что, возможно, мы там будем угощать еще местных деток. Много всего. Ну и плюс к столу сладости. То which sweets? Какие сладости ты выбрал? Ладу. Ну, в общем, то, что они любят. Ну, я, кстати, я, наверное, больше на снеке. Что-то мне сейчас, может быть, из-за жары или чего, сладкое в рот не полезет. Карджат से निकल गया 10 минут में बाबा. Парам сейчас разговаривает с Ганпат Баем. Так интересно, Парам только собрался ему звонить, остановился специально, встал на обочине и достает телефон, и тот ему звонит. Они уже нас ждут. А Парам мне еще, знаете, что сказал? Мол, говорит, Наташа, давай еще заедем по моим строительным делам, там кое-что ему нужно заказать. Я говорю, нет, Парам,
У нас только воскресенье, только один день. Говорю, занимайся этими всеми делами. Почему ты не занимался этим вчера или завтра этим занимайся? Сегодня у нас главная цель – это посетить деревню Ганпатбая. Он немножечко на меня обиделся. Но люди что же нас ждут, и мне тоже важно, для того, чтобы снять интересный репортаж, нужно время. Это не так-то просто все на самом деле. Он говорит, да, приедем, ну, мол, чуть ли не там отметимся. И нет, говорю, я хочу по максимуму. Поэтому мне нужно время. Что у нас на обратный путь есть планы. Ну что, пора? Подожди, ты ж хоть скажи, обязательно говори, прежде чем... Wait. Where is they? Where are you? I want coming there. Take you, pick up you. He coming there. Они нас будут встречать, потому что мы не знаем дорогу. Они нам будут показывать путь. Small villages, we not understand, that's why you want. Come on, let's go. Я пора, всегда говорю, предупреждай меня, когда ты трогаешься, что я снимаю камеру. Иногда даже лишние файлы удаляю в пути. Много разной работы выполняю, но для меня важно, чтобы он меня предупреждал, чтобы я от резкого толчка не упала. Я попросила Парама сделать небольшую остановочку. Посмотрите, друзья, вот это вот Матеран. Перед вами Матеран. Мы живем там. Я вам много раз показывала с высоты вид на вот эти вот водоемы, на эти озера прекрасные. И вот мы совсем рядом, можно даже пойти, я не знаю, руки, ноги помочить. Слушайте, это настолько удивительно. Получается, что мы сейчас на байке. Ну хорошо, мы сделали несколько остановочек. Потратили примерно 2 часа, чтобы добраться до этого места. Значит, у нас с Матерана только одна дорога нормальная, асфальтированная, с которой можно спуститься. И получается, что деревня наших друзей находится на противоположной стороне. И можно спускаться, да, ногами по этим тропам, по этим извилистым дорожкам. Над обрывом они тратят, получается, на подъем 1,5 часа и на спуск где-то час. Ну или вот так, как мы сейчас на байке преодолевали это расстояние. А вот и Ганпатбай подъехал. Дальше мы дорогу не знаем, поэтому он будет нам показывать, чем необычная эта семья. А? Да, 37 лет. 37 лет этому парню. И он женился на Сангите, на его жене, когда ей было 12 лет. Но сразу я на них обратила внимание, вообще, да, это как бы необычно. Он профессиональный строитель, у него есть своя бригада, но он приходит на работу всегда вместе со своей женой, очень хрупкой, нежной девушкой. Ну, понятное дело, она как принеси-подай, но достаточно тяжелый физический труд она выполняет. Мы ее совсем скоро увидим. Кто не смотрел мои предыдущие серии, вам будет интересно увидеть девушку, которая родила ребенка. Их старшему сыну 18 лет. В 12-13 лет она родила первенца. Окей, let's go. Я говорю, Парам, поднимайся сам. Парам меня всегда уверяет, доверяй мне. Я суперводитель, но я доверяй, но проверяй. Вот Ганпатбай. Свадебное мероприятие, вы видите, какие нарядные жители. Не знаю, we have time. Ну, окей, let's see. Парам уже кого-то узнал. Многие эти люди, которые здесь живут, в этих деревнях, приезжают в Матеран работать. Поэтому много знакомых лиц. Но if we have time, we go. Намасте.
Женщина удивляется, говорит, что это за люди приехали в нашу деревню. We just saw. Не так часто к ним приезжают гости. Это другая деревня, здесь Ганпатпат не живет, просто мы решили по пути заехать. Раз тут такое вот мероприятие важное происходит, то почему бы не запечатлить? Кстати, такая красивая, уютная деревня, здесь шикарные дома. See how they sit under. You guys come. Здесь земля стоит недорого. Вот вы мне часто предлагаете в своих видео, мол, Наташа, зачем вы тратите деньги на чужой бизнес? Зачем вы вкладываетесь? Вот посмотрите, сколько знакомых пора встретить. Зачем вы вкладываетесь? Построите свой собственный отель, свой собственный дом в Матаране. Ну, что толку? Главное, чтобы деньги зарабатывать. Здесь отель построишь, сюда никто не приедет. Может быть, там раз в году можно завлечь клиентов. Это очень сложно. А вот именно в туристических местах земля стоит очень дорого. Очень дорого, и мы не в состоянии, на самом деле, ну не только мы, многие не в состоянии приобрести недвижимость вот в таких вот туристических местах. Тем более у нас заповедник, там все лимитировано. Если бы они дали волю, то, возможно, бы все деревья бы уже давно срубили бы и построили отели. Но нет. Ограниченное количество отелей может быть в нашем Матаране. Это тоже мешает, скажем так, открыть свой собственный бизнес. А? Ага. Традиционная, да, традиционная. Головной убор, который надевают во время свадебных мероприятий. Парам обращают внимание, вот видите, как у них все, да, хозяйство какое, все пропор. Здесь, ну, окей, we make Ганпатбай house, ну, просто вот Параму понравился, да, ну, действительно красивый дом, все плиточкой, ступеньки, здесь вот для обуви специально определенное место. Вот, обратите внимание, даже здесь поставили мусорный бак, молодцы, но действительно везде чистенько, никакого лишнего мусора нигде не валяется. Здесь готовят угощения свадебные, ну, естественно, вегетарианские, сабджи. Вот таких вот огромных кастрюлях, боже, как здесь жарко, невозможно здесь стоять. В этой бочке находится питьевая вода. На костре, вот Парам обратил внимание, готовят на костре, что даже у нас в Матаране часто используют горелки газовые. А здесь все натурально, но такая пища намного вкуснее и полезнее, приготовленная на костре. А вот видите, дом такой старинный, можно сказать, намасте. Вы только посмотрите, здесь целые замки двухэтажные дома шикарные, огромная площадь. О, вот Ачагар. Ача. Говорю, у вас прекрасный дом. И красивые здесь местные жители. И мне нравится здесь. Вот тоже, посмотрите, тоже Ботача. Красиво, как все здесь. Традиционно возле многих домов индуисты ставят вот такой вот постамент, на котором растет дерево тулси, священное дерево. Ему проводятся тоже пуджи, религиозные обряды. Thank you. Спасибо большое. Видите, нам стульчик принесли, садитесь. А Артур что-то уже начинает конючить, потому что очень жарко, нереально жарко. У меня камера уже раскалилась. Может в любой момент выключить. Ого, такая... Охладили тебя. Ну хорошо. Нормально теперь? Классно? Классно?
Классно, да? Нет, не классно, ну классно же, чего ты? Уже не получишь солнечный удар. Я выключила камеру. Это вот девушка только что подошла к Артуру, говорит, если хочешь, говорит, заходи ко мне домой, я тебя искупаю. Артур, соглашайся. Соглашайся. No, you don't want. Не, он не хочет. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.